заходи. Все. Показываю во всех своих видео. Пластиковые яйца помогли. Яйца разукрашиваются. Могут подойти и покушать. Могу вам рекомендовать. Так, я удобряю теплицы каждый год. На, бери. Приехала я на дачу. 3 дня меня здесь не было. И 3 дня шел ливень. Посмотрите, какой вольер. И могу себе представить, в каком состоянии яйца. В каком состоянии яйца в обычных гнездах, когда вот такая была погода. А яйца в гнездах с яйцесборниками всегда чистые, даже вот в такую грязь. Поэтому я не устану повторять преимущества гнезд с яйцесборниками. Потому что это очень важно. И эти гнезда мной уже опробованы и уже в эксплуатации 4 года. И поэтому все, что очень хорошо используется для содержания кур, я все это буду вам рассказывать. И обязательно буду делиться опытом. Иду смотреть, что там происходит. Кур я содержу таким образом на расстоянии уже очень много лет. Поэтому ко всем таким ситуациям я готова. Такое происходит не первый раз. Ничего страшного. Сегодня солнечная погода. Сегодня все подсохнет. У шелковых вольер в отличном состоянии. Смотрите. Ни одной лужи нет. И первый вольер у моих кур большой. И у них тоже есть сухое пространство в вольере. Поэтому чем больше вольер, тем, конечно, лучше. А чем меньше вольер, и вот такая ситуация. Но в этом году я планирую хотя бы вот эти 2 вольера сверху накрыть. Потому что они страдают во время дождей больше всего. Здесь куры прямо плавают. Несмотря на то, что я здесь устилаю и листья, и сухую траву. И все равно будет лучше, если накрыть эти вольеры сверху. И, кстати, вот этих курочек я переселила в прошлый раз. И мне не терпится посмотреть, как же они перенесли это переселение. А это можно определить по наличию яиц в гнездах. Снимаю накрытие на гнездах. И вот такие вот они чистые, видите? И все благодаря тому, что я, уезжая, закрываю эти гнезда. А так бы весь помет, который собирается на вот этом накрытии, был бы сверху этой крышки. Убираю и вытряхиваю это на огороде. Тут удобрение. Вольер, конечно, подсохнет сегодня, и ветерок, и солнышко. Но мне надо как-то передвигаться по этому вольеру. Поэтому сейчас хотя бы одну тачку загребу листья сухие,
траву сухую и привезу хотя бы в тех местах, где буду передвигаться я по вольеру. Потому что ходить здесь невозможно. Одела пошла уже сапоги. Хожу в сапогах. А для того, чтобы не упасть и не подскользнуться, надо хотя бы в местах моего передвижения что-то сюда насыпать. А это листья. Листья, которые я еще не успела загребти. Как раз пригодятся. Так я делаю всегда, и осенью, и весной, и когда теплая зима. Закрываю грязь листьями, утилизирую листья, которые желательно не полить. И все это втопчется, и на следующий мой приезд ни одного листочка видно не будет. Но зато эти листья сейчас накрыли грязь. Грязь в курятнике. Ну а теперь можно и собрать яйца. Яйца, которые снесли мои куры за 3 дня, пока меня не было на даче. Куры живут у меня на даче сами. И теперь есть гарантия, что я где-то здесь не упаду с корзиной яиц. И не разобью все яйца. Теперь здесь не скользко. Как всегда, соберу сначала яйца, а потом буду делать все остальное. Смотрите, как я вовремя зашла опять в курятник. И опять эта голошейка. И опять она хочет съесть яйцо. Горячее яйцо. Как я вовремя зашла. И вот так вот каждый день несколько яиц вот здесь или кушают куры, или же кушает моя кошка. Первое яйцо уже в корзине. Сколько снесли курочки яиц, смотрите. И на улице вы видели, какая грязь. А смотрите, какие чистейшие яйца. Чистейшие. Ну, немножко
песочек, это не страшно. Чистейшие яйца. Так, заходи. Вот, смотри, свободно, заходи. Все. И вот так буду собирать, так мне будет быстрее. Кур в гнездах одна, и яйцо лежит. Вот покажу вам это яйцо, которое лежит на мусоре. Потом сейчас соберу быстро яйца. Одна, две курицы сейчас сидит, несутся. И, кстати, здесь сидит та курочка, которая когда-то неслась вот здесь. Куры привыкают к гнездам. Каждая курочка знает свое место и несется в определенную ячейку. И очень часто я замечаю, что и вот так вот группка яиц за дни моего отсутствия определенной курочки собирается напротив какой-то ячейки. Так я быстрее соберу. Потому что куры сейчас будут заходить в гнезда нестись. И я не хочу им мешать. Вот так я быстро соберу. И пойду дальше. Сегодня много работы. Теплицы перекапывать и сеять шпинат, укроп и редиску. Все. Гнездо, видите? Вот как можно было сюда затянуть колоски. Все сюда затянули. А потом, конечно, яйца не хотят катиться. Но сравнительно чисто в гнездах. Вот такими лапами грязными курочки заходят в эти гнезда. Яйцо снесли, оно укатилось под горочку. И оказалось в яйцесборнике. И все. И вот этими лапами грязными курочка не топчется по яйцу. Ты молодец, ты хорошая курочка. Иди, неси яйцо. Молодец. Молодец ты моя. Так, и здесь. И здесь тоже вот какие-то курочки. Сразу видно две курочки. Вот группа яиц одинаковых и группа яиц одинаковых. Любительницы верхних гнезд. И вот красавица тоже. Красавица. Тоже лапки, смотрите. А если еще на лапах перья, это яйца разукрашиваются красивыми узорами, да? Иди. Все, в этом вольере яйца собрала. Иду во второй вольер. А, еще ж хотела вам показать яйцо, которое лежит в гнезде и уже не катится. Покажу вам, как это выглядит. А это выглядит вот так. Это курочка моя ливенская ситцевая снесла это яйцо. Это точно, я видела, она здесь сидела. И вот смотрите, видите? На помете уже яйцо не катится. Вот такое белоснежное, чистейшее яйцо несет курочка в гнездо с яйцесборниками. И оно абсолютно чистое, даже когда грязный вольер. Вот такая красота. А вот такие лапы, еще и с перьями. Конечно же, они пачкают яйца в обычных гнездах. Вот такие лапы. Меня часто спрашивают, как с такими бункерными кормушками куры могут не зажиреть и не перестают нестись. К этим бункерным кормушкам курочки тоже должны привыкать.
так же, как и к гнездам. Если вы кормите своих кур утром и вечером, и в кормушках корма абсолютно нет, то, естественно, куры сразу же набрасываются на этот корм и кушают с жадностью. Если куры будут видеть этот корм 24 часа в сутки, то они скушают его столько, сколько захотят. И будут кушать по мере необходимости. Если вы сделаете такие бункерные кормушки, начнете переводить кормление кур на постоянное содержание в этих бункерных кормушках зерносмеси, первое время, первую даже неделю куры будут с жадностью набрасываться и кушать до тех пор. Это будет период проходить недолго, где-то несколько дней, когда куры поймут, что набрасываться не надо. Корм есть всегда в кормушке. Зерносмесь всегда есть в этой кормушке. И в любое время, когда курочка захочет, она подойдет и будет кушать. Вот видите? Мои куры не голодные. И, соответственно, возле кормушек никого нет. Потому что мои куры уже приучены к этим бункерным кормушкам. Они знают, что у них всегда есть корм. Эти бункерные кормушки мы сделали сами. И здесь, в этой бункерной кормушке, важен каждый сантиметр. Поэтому у меня есть видео с размерами, точными размерами этих бункерных кормушек. И мои куры в любое время, дня и ночи, могут подойти и покушать. И с жадностью они на корм не набрасываются. В этих бункерных кормушках очень важен точный размер для того, чтобы зерносмесь не выгребалась ни клювом, ни лапой, не рассыпалась, и чтобы была экономная, без потерь зерна. Это очень важная функция этой кормушки, наравне с тем, что она кормит кур. Это экономия зерносмеси. Так я своих кур содержу уже очень давно. Они живут у меня сами, и поэтому самые лучшие кормушки для такого содержания — это бункерные. И именно вот такие, которые мы сделали сами. У меня есть видео подробно, как мы делали эти кормушки. Этим кормушкам уже 4 года. То есть они уже прошли испытания, и я с уверенностью могу вам их рекомендовать. Курочка, которая только снесла яйцо, она должна выйти из гнезда и сразу же покушать, для того, чтобы у нее уже началось формироваться следующее яйцо. И больше, чем ей надо, курочка не будет кушать. Конечно, если она приучена к этим бункерным кормушкам и знает, что у нее всегда будет здесь, в этой кормушке, корм. В любое время. И сразу вам скажу, что в этих кормушках очень важны размеры. Сразу, когда мы сделали эти кормушки, приехали через 4 дня, а зерносмесь вся лежала возле кормушки, а кормушки были пустые. Куры выгребли всю зерносмесь из кормушек. И поэтому эти кормушки мы дорабатывали и придумали
такую высоту и такую ширину в этих кормушках, что теперь зерносмесь вся только для курочек, а не для пола. Зерносмесь не рассыпается и не выгребается. Поэтому я с уверенностью могу вам рекомендовать именно такие кормушки. Даже если ваши курочки находятся рядом с вами и вам не нужно их оставлять на несколько дней. А я все оттягиваю, идти за яйцами во второй вольер, потому что там они, конечно, в ужасном состоянии. И даже за яйцами туда идти не хочется. Но это результат труда моих курочек. И как несутся мои куры, я показываю во всех своих видео. Практически все сборы яиц моих кур, все это у меня есть на видео. И благодаря вот этим кормушкам и вот этим гнездам с яйцесборниками кур можно содержать на даче самостоятельно. Грязи как и не бывало. Смотрите, какая красота. Одна тачка листьев и прекрасное состояние в курятнике. Ну что, пойдем посмотрим, как прошло переселение Лигорна в Ломан-Сэнди во второй вольер. Посмотрим, сколько снесли эти куры. Так, идемте. Бегут впереди меня. Буду смотреть, что вы нанесли. Для тех, кто не знает, в этих гнездах с яйцесборниками сейчас застелена солома. Для того, чтобы приучить курочек нестись в эти гнезда. А потом, когда они привыкнут сюда нестись, эта солома уберется, и яйца будут скатываться в яйцесборник. Вот сюда, как и в первом вольере. А пока здесь вот так вот. Здесь пока солома. Здесь приучаем молодых кур нестись в эти гнезда. Ой-ой-ой. Смотрите, какая красота. Яиц много, хорошо. Но вот грязь. Ой, какой ужас. Смотрите. И Адлер снесла яйцо. Лигорн. И коричневое яйцо тоже есть. Доминанта. Буду складывать на эти яйца чистые. Ну, ничего страшного. Вот тут более или менее сверху, наверное, сегодня снесли. Еще не успели запачкать. И Ломан-Сэнди, и Лигорн. Смотрите, несутся. Все отлично. Гнезда они обнаружили, гнезда нашли. Значит, через неделю эту солому буду убирать. Есть. Ой, а смотрите, какая здесь красота. Да, были бы чистые яйца, было бы еще красивее. Вот, только-только снесла. Горячие даже. Несутся, смотрите. Лигорны, Ломан-Сэнди. Все есть. Смотрите. Ой, какие они красивые. Какие они красивые.
Угу. Ничего страшного. Вольер подсохнет. И в следующий раз будут яйца чистые. Все. Здесь все. Помните, я подымала шторки, показывала вам, что я подымаю шторы, чтобы видели гнезда легорны. Видите, шторы все закрыли. Так, следующее гнездо. Молодцы. Я думаю, что куры, которые здесь жили до переселения Ломан-Сэнди, вот такие красотки, они показали дорогу, куда нужно нести яйца. А куры — это повторюхи. Они просто все любят повторять. И они за ними полезли в эти гнезда. Так. И еще одно гнездо. Ого, сколько белых яиц, смотрите. Вот это да. Молодцы. Мне даже кажется, яиц больше, чем было в прошлый раз в 3-м вольере до переселения. Значит, им здесь понравилось. Длинненькое такое яйцо. И еще 3. Если бы не грязный вольер, результатом переселения кур в этот вольер я довольна. Были бы, конечно, чистые яйца, но ничего страшного. Ну, вот такой вот сейчас день. Так, и еще верхнее гнездо. Вот, смотрите, абсолютно чистое яйцо. Ну, конечно, это могла курица только-только снести. И здесь еще дырка. Сейчас посмотрим еще в яйцесборнике. Так, это мы... Ой! Чуть на курицу не поставила корзину. И здесь 3 яйца. Вот в яйцесборниках, конечно, яйца чистые. Видите? Все, здесь все. Ну, вот так вот прошло переселение. И, судя по яйцам, оно прошло успешно. Драк я не вижу. Ну, и легорны — это такие куры, которые себя в обиду не дадут. Сделали здесь себе купальню. Купаются, чистятся. И еще здесь мне осталось собрать яйца. В 3-й вольер. Здесь, конечно, уже нет легорнов и Ломан-Сэнди. Здесь как-то поспокойней стало. У бройлеров яиц не вижу. Нету яиц. А где ваши яйца? Я не поняла. 2-й раз. Пластиковое яйцо одно. Подняла я кормушку бройлерам на 2 кирпича. Так им удобнее будет кушать, если кормушка будет вот так повыше стоять. Кушают у меня бройлеры зерносмесь, такую же, как и все куры. Никакого комбикорма я им уже давно не даю. Заходи, 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 буду закрывать. Все. Индюшки, смотрите. Великие маскировщики. Замаскировали. Индюшка всегда прячет свои яйца. Смотрите.
А ну-ка, подождите. Это, по-моему, яйцо. Это яйцо не индюшки. Это фавероль. Такое крупное. И вот это. Нет, это, наверное, индюшки. Такое грязное, не видно даже, чье оно. Значит, я фавероли яйцо заберу, а индюшиные забирать не буду. Пусть они несутся. И, может быть, какая-то из них сядет на яйца. А это забираю. И в гнезде лежит 2 яйца. Фавероля, что ли? Да. И еще 2 яйца фавероля. Хотела уже уходить, а потом решила прикрыть. Так, как было, сделать. Все. Идем к шелковым. Пришла в вольер к шелковым посмотреть. Чуть не упала возле них. Здесь-то грязь осталась. И чуть с корзиной не упала. Иду смотреть, что у них. Что тут? Так. А тут, смотрите. Раз яйца нет. 2 яйца нет. Лазит кошка сюда. А это сегодня снесла, наверное, белая фавероль. Надо срочно закрывать верх этого вольера. Жду. Скоро придет эта сетка и закрою этот вольер. Курочка несется, а яиц ее я не вижу. Сетка сверху вольера решит эту проблему. Вот такой урожай яиц у меня. В этот мой приезд отношу яйца. Мою обязательно в холодной воде. Вот такие грязные яйца. Обязательно нужно высушить. И все будет нормально. И кушать. У Амираукана, смотрите, полная корзина яиц. Хотела я уже их переселять в курятник, но опять обещают похолодание. Пусть еще посидят какую-то недельку, зато целее будут. Придется вам потерпеть еще немножко. Курочка несется, смотрите, сидит. Подожду, пусть она снесется, а потом буду забирать яйца. Яиц вижу там прилично. Интересно, сколько там яиц за 3 дня? Приду попозже, заберу яйца. Вот это наглядный пример, какие гнезда не должны быть в курятнике. Вот так вот просто стоящий ящик – это ужасное гнездо. Одна курочка сидит, несется, и над ней стоят все 8 остальных амирауканов. И все смотрят на нее. Это ужасное состояние птицы. Гнезда надо прикрывать, затенять. И тогда птица будет без проблем нестись и будет очень хорошо нестись. А вот это гнездо, пример того, какое не должно быть гнездо. Просто вот так стоящий ящик на рассмотрение у всех кур. Всем сегодня нарву травы.
А начинаю с индюков. Чем побольше им. Не жадничай. Все тебе. Чем побольше травы. Индюкам это очень сейчас надо. А эта индюшка сидит в гнезде, видите? Несется. Я думаю, когда она выйдет с гнезда, трава еще ей достанется. Пока никого нет в гнезде, заберу эти яйца. Петух сразу увидел, побежал в гнездо и охраняет яйца. Вот так вот сейчас он мне их потопчет там. Побежал сразу. Раз я уже сюда пришла, то яйца мои, а не петуха. Все, смотрите сколько. Полная корзина яиц. Давайте будем собирать. Не без того, что, наверное, какое-то яйцо и раздушили лапами, может быть. Ой, какое голубое-голубое, смотрите. Красивое. Достаю. Гнездо у меня привязано, поэтому я не могу его к себе подвинуть, а привязываю для того, чтобы куры, когда становятся на бортик этого ящика, не перевернули его. Так. Все. Все. Отлично. И 2 пластиковых остаются. И надо поменять там солому. Все, вот такой вот у меня урожай, смотрите. Неплохо. И, кстати, вот это яйцо голубое-голубое, это снесла та курочка, которую я приходила. Она сидела в гнезде, потому что яйцо идеально чистое, видите? Его она только-только снесла. Красота. Яйца Американо. Вот таких вот курочек, молодых курочек. Вот. Которых я вырастила из цыпленка. Всю зиму они у меня здесь зимовали, росли. И теперь дают результат. И теперь дают яйца. В этот раз 7 яиц за 3 дня. Пластиковые яйца помогли. Принесла еще 2 пластиковых яйца. И хочу туда им добавить, чтобы не хотелось кушать настоящее. Делали мы бункерные кормушки пристенные и двухсторонние. Пристенные делали вот такие вот длинные. И потом для удобства некоторые из них разрезали пополам и переделали. Для того, чтобы легче было их переносить. И можно было использовать еще в других вольерах. Этот вопрос тоже учитывайте. Размер бункерной кормушки. Где-то, возможно, нужна вот такая вот длинная кормушка, которая долго будет кормить кур.
А возможно, нужна и покороче для удобства ее переноса и передвижения. Чистая вода. Обязательно меняю воду. Мою ведра и ставлю чистую воду. Как только пройдут морозы, ночные морозы и заморозки, буду ставить чашечные поилки. У меня в хозяйстве куры пьют из ведра. Это самая удобная поилка, которую можно помыть, принести чистую воду легко и быстро. И чашечные поилки, которые я использую летом. Потому что, конечно, на морозе чашечные поилки замерзают. Поэтому осенью их демонтирую, а летом буду опять их использовать. И чашечные поилки мне нравятся больше, чем ниппельные поилки. А вот и индюшка встала с гнезда и уже кушает траву. Принесла вознаграждение за вкусные, полезные яйца. Вознаграждение — это хлеб, размоченный в холодной воде. Всем хватит, не деритесь. Всем хватит. А ну, головы, дайте мне опустить ручку. Любят мои куры хлеб. Размачиваю я в холодной воде. Это сухари. На. А то кушают без тебя. И Маруся моя любит хлеб. На, бери. Маруся тоже любит. Дам сейчас ей хлебушка беленького. На, Марусь, на. Хлеб, размоченный в воде, даю всем. Все получают. Кушайте. Куры должны кушать траву. Обязательно, если я не могу сегодня выпустить кур на траву, на свободный выгул, значит, обязательно я должна принести им траву. Зеленая трава – это стимулятор яйценоскости у кур. В траве много витаминов, очень много всего полезного, сочного. Это способствует хорошей яйценоскости у кур.
Траву приношу всем курочкам во все вольеры. Сторожит яйца и защищает курятник от мышей и крыс. А это самое главное. Многие мне написали дать траву бройлерам. Вот бройлерам ни в коем случае, потому что эта птичка создана совсем для других целей. И эта трава может ей повредить. А вот цыплятам амераукана траву можно, даже нужно. Вот такую вот мелкую нарвала им специально. Кушайте, кушайте. Довольные. Трава вкусная, сочная, весенняя, мягкая. Тишина, все заняты травой. Теплицу понемногу засеваю. Цветы, лук-порей, базилик. Вот этими палочками у меня размечены места, где будет расти перец. А все остальное место между перцами можно засаживать временными культурами, которые будут расти только как промежуточные посадки. В данном случае у меня редиска и шпинат. И я дальше копаю, и по мере копания прокапываю и опять сею редиску и шпинат. И укроп. Это у меня солома с куриным пометом. Укладываю.
Как я это делаю, у меня есть отдельное видео. Свежий куриный помет и солома. И показываю урожай, который я собираю летом. У меня нет такого времени, чтобы за один раз перекопать всю теплицу и сразу посеять всю редиску, шпинат. А это, кстати, и хорошо. Она будет спеть постепенно, чтобы не в один день нужно было собрать весь урожай, а постепенно, с интервалом несколько дней, как я приезжала. Копать не трудно, но на это просто нужно много времени, которого нет. Мне через 40 минут надо уже ехать. Поэтому понемногу каждый раз. А копать совершенно не трудно, очень даже легко. Земля пушистая здесь, потому что так я удобряю теплицы каждый год. И поэтому здесь земля как пух, несмотря на то, что здесь еще и зимуют птица, куры. Они еще немножко утаптывают землю, но она все равно остается пушистая. Ничего, успеем потихоньку, по чуть-чуть. Успею. А копать здесь просто одно удовольствие. Вот, смотрите, как лопата идет. Прелесть. И здесь можно уже посеять редиску или шпинат. А теперь закрываю все вольеры, хожу, все контрольно проверяю и буду ехать домой. Все здесь в порядке. Все закрыла. Маруся сюда не пролезет. Освещение в курятнике круглосуточное. Свет горит 24 часа в сутки. Здесь тоже все проверила. И все, можно ехать домой.